Всем большой привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный клубничный торт. Помимо того, что начинка будет с клубникой, да еще и коржи у нас тоже клубничные. Это не просто розовый краситель, это настоящие вкусные ароматные клубничные коржи. Нам потребуется 4 яйца, от которых нужно отдельно отделить белки и желтки. 4 белка в отдельную миску, 4 желтка в отдельную. Теперь потребуется 200 граммов свежей клубники. Вес указан без плодоножки. Клубнику нужно помыть, затем срезать плодоножку и разрезать ягоды напополам, для того, чтобы было удобно и проще измельчать. Клубнику затем перекладываем в блендер и измельчаем до состояния пюре. При желании вы можете протереть еще через сито, я этого не делаю. Вот такое жидкое пюре получается, его сразу же добавляем к желткам. Затем добавим сахар, всего в этот рецепт уйдет 150 граммов, но в данном случае добавляем только половину порции. И еще потребуется 40 мл растительного масла, обычного без запаха. Все ингредиенты слегка взобьем миксером, чтобы масса стала чуть пышнее и светлее, получится нежно-розовый цвет. В 250 граммов муки добавляю 10 граммов разрыхлителя и небольшую щепотку ванилина. Сначала все перемешаем. Сухие ингредиенты просеиваем в клубнично-яичную массу и аккуратно перемешиваем венчиком. Перемешивать можно венчиком или силиконовой лопаткой, достаточно быстрыми круговыми движениями. Итак, переходим к белкам. Белков у нас 4, как и желтков. Добавим четверть чайной ложки соли. И начиная на небольших оборотах, постепенно увеличивая, взбиваем белки в пышную пену, постепенно подсыпая сахар. Сахар используем оставшуюся половину, которую ранее добавляли. Итак, белки нужно взбить в пышную светлую пену, так, чтобы образовывались пики. Не перевзбейте белки, иначе их будет сложно вмешивать в тесто, так как они будут очень плотными. Здесь уже нужно вмешивать венчиком очень осторожно и аккуратно, чтобы белки не осели. Ведь в результате тесто должно получиться более легким, более жидким, более воздушным. Оно должно посветлеть. При помощи силиконовой лопатки, если вымешивали не ею, нужно собрать со стенок остатки теста, для того, чтобы не было непромеса. Для выпечки буду использовать вот такую разъемную форму 20 см в диаметре. Так как у меня нет дна, я закрыла его листом фольги. Дно и стенки маслом смазывать не нужно, так как во время выпечки бисквит будет за них цепляться и таким образом подниматься. Если смазать стенки растительным маслом, то бисквит получится ниже, так как он будет соскальзывать по маслу вниз. Итак, форму заполнили тестом, оно самостоятельно ровненько распределилось, и выпекать нужно сразу же, так как белки могут осесть и бисквит получится не таким воздушным. Выпекаем при 180 градусах примерно 40-50 минут, это будет очень сильно зависеть от вашей духовки, и поэтому готовность обязательно проверяйте шпажкой, чтобы она выходила из бисквита сухой. И если у вас будет корочка уже сильно подрумяниваться или, например, подгорать, тогда можно накрыть листом фольги. Но слишком рано духовку не открывайте, так как бисквит осядет и уже больше подниматься не будет. Итак, бисквит у меня уже готов. Сначала я дала ему немного остыть, затем прохожусь по бортикам ножиком, снимаю фольгу со дна и вынимаю бисквит из формы. Пусть он полностью остынет на решетке. Затем бисквит можно разрезать на 3 коржа. Шапочку срезаю. Удобно это делать большим ножом, пилкой, хлебным. Для крема я буду использовать 500 граммов творога. Творог постарайтесь выбрать такой, чтобы он был более сухой. В данном случае я использую творог 9% жирности. Его нужно пробить блендером до кремового состояния. В конце перемешаем лопаткой, чтобы убедиться, не осталось ли крупинок. Затем будем взбивать 400 мл обязательно холодных сливок. Сливки должны быть жирные, 33%.
Начинаем взбивать на небольших оборотах, затем увеличиваем, и когда увидите, что образовывается пенка, можно подсыпать сахарную пудру. У меня 100 граммов, или возьмите по вкусу. Здесь сахар лучше не использовать, так как он не успеет растаять за время взбивания сливок. Сливки должны взбиться в пышную светлую массу и образовывать пики, когда поднимаете венчики. Слишком долго не взбивайте, иначе перевзобьете и получится масло. В то время, пока мы взбивали сливки, творог хранился в холодильнике, и сейчас он холодный. Теперь небольшими порциями добавляем взбитые сливки к творогу и взбиваем миксером до пышности. В результате у вас должен получиться пышный, воздушный, вкусный крем. Он очень хорошо держит форму. Могут остаться небольшие крупинки творога, но это будет зависеть именно от творога, который вы используете. Если возьмете более мягкий творог, то крупинок не будет. Смазывать коржи кремом буду при помощи кондитерского мешка, поэтому заполняю его. Собирать торт буду в той форме, в которой выпекала. Соответственно, кладу вниз первый корж и смазываю его кремом. Для прослойки буду тоже использовать клубнику. Ее нужно помыть, срезать плодоножку и нарезать вот такими пластинками. Толщиной примерно 4-5 мм. Для начинки в слои у вас уйдет примерно 200-250 граммов клубники. Затем выкладываю нарезанную клубнику близко друг к другу. Затем снова корж и повторяю все то же самое. Крем и клубника. Перед сборкой не забудьте проложить бока вашей формы ацетатной пленкой. В моем случае я просто разрезала плотный файл на несколько частей. Закрываю последним третьим коржом и уже просто смазываю его кремом, так как он последний и после пропитки его нужно будет выровнять. Затем сверху я прикрою пищевой пленкой и отправлю в холодильник на пропитку примерно на 8 часов. Итак, у меня уже торт пропитался. Сейчас с него нужно снять форму, пленку. Посмотрите, какие аккуратные и ровные края получились благодаря пленке. И если у вас нет желания выравнивать торт, то можно так и оставить. Так как у меня осталось небольшое количество крема, им я выровняю торт и сделаю небольшое простое украшение. Сначала наношу небольшое количество крема на стенки, немного выравниваю обычной силиконовой лопаткой, а затем уже при помощи специального скребка, вращая торт, делаю ровные стеночки. Верхушку торта выравнивать не буду, оставлю тот слой крема в таком же виде, как мы наносили его перед пропиткой. Но при помощи мешка с кондитерской насадкой, закрытая шестиконечная звезда, сделаю небольшие продолговатые узоры, как бы выдавливая спиральку. Таких спиралей у меня получится 8. Так как тортик все-таки клубничный, и чтобы завершить образ, на край этой спирали я кладу разрезанную напополам клубнику. И затем между спиралями во внешней части тортика тоже кладу разрезанную на 2 половинки клубнику. Итого для украшения у меня ушло 8 ягод. Естественно, вы можете так не украшать. Украшайте абсолютно по своему желанию. У меня тортик простой, домашний, пусть он будет таким. Итак, посмотрите, какой получился красивый нежный тортик. Ароматный, легкий, нежный, воздушный. По моему мнению, очень красивые коржи. Клубничные, розовые, с клубничной прослойкой. А как вы знаете, клубника очень хорошо сочетается как с творогом, так и со сливками. А крем ведь у нас творожно-сливочный, просто идеальное сочетание в тортике. Искренне желаю, чтобы у вас получились самые вкусные и красивые торты, удачной вам выпечки и приятного аппетита!